Представители знака зодиака Рыбы, мои дорогие рыбы и рыбки, здравствуйте. Второй расклад, пасьянс, неожиданности и сюрпризы сентября. Давайте узнаем, что нам подскажут карты. Будем при этом реалистами, любой прогноз не передаст все то, что вы чувствуете. Ну, у нас сегодня две колоды, и первая – это пасьянс, новый пасьянс, который создала, вот когда создавала, так и думала, он будет называться «Неожиданности и сюрпризы». И в соответствии с этим я несколько видоизменила символы или дополнила значения. Для тех, кому более интересно, я приглашаю как и на свой сайт, так и посмотреть другие видео. Я ссылки оставлю в инфобоксе. И если мы говорим неожиданности и сюрпризы, я подобные видео делаю позже. Но здесь я делаю в преддверии сентября, потому что буквально с самого начала нам предстоит пережить период ретроградности, когда очень много серьезных планет словно все пятятся в обратном движении. И хоть называют обратное движение оптической иллюзией с точки зрения физики, но человечество уже давно подметило, что в этот период как раз какие-то вопросы нам возвращаются. Либо на доработку, либо мы должны что-то переделать для себя самих в первую очередь. Может быть, есть какие-то детали, нюансы, которые вы хотите внести в соглашение, в договоры. Или создать, пересмотреть, может быть, важные документы. Поэтому вот что-то подобное нам может возвращаться. Мы идем с вами вперед. Итак, неожиданности и сюрпризы. Что нам покажут карты пасьянса для знака зодиака Рыбы на сентябрь. И мы по времени, где-то я рассматриваю недели-две, потому что сентябрь быть может очень таким быстрым, турбулентным, много событий или известий, новостей или обстоятельств каких-то может меняться. Может быть, мы ничего и не инициируем к переменам, но, значит, в событии в отношении ваших близких, домочадцев, родственников, у них что-то происходит, и на нас это будет оказывать влияние. Поэтому этот расклад немножко видоизменю, мы назовем это событие до конца месяца, я сделаю чуть позже. Но тоже с подтекстом неожиданности и сюрприза. Итак, я уже достаю карты и смотрю, что выпадает. И я пока не вижу совпадений. Но мы идем дальше. И вот оно, первое совпадение, которое я увидела. Это как аркан справедливости или правосудия, весы. С одной стороны, держите эмоциональный баланс, безусловно, всегда весы. С другой стороны, не должно с вашей стороны быть, карта как бы дает совет. Вы можете столкнуться с тем, что, ну, как знаете, свои действия нужно перепроверять. Или то, что вы подписали какие-то документы, нужно подумать. Потому что Его Величество закон, может быть, буквально в последующем так разовьются события, что какая-то ваша подпись потом всплывет. Поэтому по части, к примеру, вы берете обязательства, значит, делайте это элегантно и аккуратно, с пользой для самого себя. У вас прекрасная интуиция, поэтому будет полезно просчитать на пару шагов вперед где-то. С другой стороны, и если вам приходится буквально по разным причинам иметь дело с документами, все равно нужно все делать по букве закона. А если есть какой-то вопрос, и вы не знаете, как его решить, обратитесь к юристу, к специалисту, к адвокату. Здесь у вас, мои дорогие рыбы и рыбки, не должно быть того, что сделано на авось. Или с мыслями, ну, как-то там потом будет. Вот нет, тут не как-то там потом. Тут нужно что-то делать вам наверняка. Чтобы вот как-то там потом этот самый закон не сработал в какой-то обратке. Имейте это в виду. Всегда, когда правосудие, это закон причины и следствия. Поэтому не рискуйте собой. Может быть, для кого-то из вас вам придется, знаете, как находиться в новом социуме или
это как местность конкретная, где работают другие законы или какой-то другой уклад, другой порядок. Может быть, это и руководитель у кого-то на работе меняется, и новая метла по-новому метет. И вот, кстати, такой момент тоже. И вам придется где-то подстроиться. Но для вас, смотрите, как будто нам говорят, вот я тоже сразу не заметила, правосудие, да? По закону мы сказали. И дальше открытый путь. Вам как по закону какой-то путь открывается. Значит, какой-то документ важный вы можете создать. А у кого вопросы слушания в суде, ну, видимо, подвести к знаменателю или, по крайней мере, знать где-то ближе к истине, как же в конечном итоге все эти заседания закончатся или когда. А у кого-то и закончится, может быть, в сентябре, и вы получите какое-то решение. Это всегда открытый путь, это новые возможности, мои дорогие. Может быть, возможность куда-то и поехать. По этой карте есть такое значение «переезд». И это тот переезд, который может быть очень далеко, в другую страну. У меня люди смотрят из разных стран, и у каждого своя ситуация. И тогда вы будете как раз готовить документы и узнавать, что нужно. Узнавать, как мне жить в той местности, какие там законы, какие положения, какой социум. То есть и в крупном, и в каких-то деталях. Будете интересоваться, собирать информацию. И так я тоже могу для части из вас предположить, просто мы все разные, перекладывайте на себя. Какие вы планы строите на этот период? И у вас еще, посмотрите, выпадает у кого-то по части личной жизни. Может быть, есть человек, с которым вы захотите связать свою жизнь. Или у кого-то, если мы про суды, и прежние какие-то отношения, которые, увы, за прошедший период ни к чему душевному так и не привели, или к какому-то согласию, или не восстановилось взаимопонимание. Кто-то ведь может и отправиться по части развода, чтобы, если де юре у нас еще отношения сохраняются, вы можете как минимум задуматься, а нужно ли это вам. Потому что как бы по закону могут быть какие-то, я могу так допустить, как раз и препоны. Потому как если вы уже как таковой брак нет, тут ведь по-разному ситуации могут сложиться. И иногда это мешает, потому что накладывает ряд каких-то ограничений. Мои дорогие рыбы и рыбки, я не углубляюсь, вы сами переложите. Но есть прочный союз, есть вот этот аркан как бы справедливости или прообраз, весы, юриспруденция, и есть открытый путь. Так или иначе, есть как раз возможность для себя что-то сделать очень хорошо и, главное, правильно, то, что согласуется с законом. Смотрим дальше. Подарок вам выпадает. Это значит, какие-то приятности будут такие осязаемые. Не просто комплименты. Может быть, у кого-то получение денег. Или какие-то бонусы финансовые. Или, может быть, не конкретно финансовые. Но вот как в виде подарок больше возможностей. Может быть и так. Но то, что вас будет точно радовать, мои дорогие рыбы и рыбки. Смотрю, что еще у вас совпало. И должна сказать, что нет ничего такого. Я, по крайней мере, не вижу. Если вы увидели, напишите мне. Что могло бы где-то предостерегать. Вот первое, на что я смотрю. И то, что с плюсом, мне кажется, я все озвучила. Давайте узнаем, продолжим наш расклад на колоде Таро неожиданности. Достанем 3 карты. Может быть, это сфера жизни или раскроет нам вот эти события. Да, тут еще какие-то подсказки.
неожиданностей для рыб и рыбок на сентябрь. Паж жезлов – это какая-то готовность. Может быть, кстати, это паж, маленькая карта. Это какое-то начальное решение, которое еще нужно развить. Или сведения какие-то от ваших детей. Может быть, это и новое начинание, обучение чему-то, как новый учебный процесс. Или начало новой работы, когда тоже нужно еще уделить внимание мелочам. Но эта карта, она не подразумевает какую-то суперактивность. Она скорее осторожность и желание и готовность к учебе или изучать какой-то вопрос. И мы уже с вами об этом говорили, что так вот все должно согласовываться по закону. Может быть, кто-то будет как раз и изучать, как мне быстрее решить какой-то вопрос или проблему. И надеяться на самого себя. Знаете, мои дорогие, по отшельнику я люблю эту карту, потому что нам никто не мешает. И реально нет каких-то препонов для вас. И тут ведь тоже я их не увидела. Но есть какой-то путь, который вы должны пройти словно в одиночку. Отшельник – это философ, который, ну, где-то больше на своей волне. И, может быть, обстоятельства так складываются в начале сентября, первая половина, что вы должны сами с чем-то определиться. Как и буквально, может быть, философский такой вопрос, куда же я иду? Или элемент духовности, какую цель вы перед собой поставили. Как будто это будет очень важно в неожиданностях. Но, может быть, вы узнаете какую-то новость, или прозвучит какая-то, ну, или предложение, или как вариант какой-то, когда вы прочувствуете, что я какое-то свое намерение, цель могу реализовать быстрее, лучше. Или я оказался в нужном месте, и у меня как раз сейчас получится что-то осуществить. И это может быть неожиданно. Отшельник холодной энергии. А паж жезлов – это как раз огонь, когда мы уже буквально готовы приступить к чему-то. Ну, поэтому, знаете, здесь как лед и пламень. И вам придется эти энергии соединять. С одной стороны, напором, ну, без, буквально не осмотревшись вокруг, что происходит, не проанализировав, не найдя какую-то недостающую информацию, с места в карьер определенно бросаться не стоит. Но и какая-то ваша задумка, цель, она должна быть тоже, словно план какой-то вам нужно создать, мои дорогие рыбы и рыбки. Кстати, вот смотрю, план, точно. Сказала слово «план», и у меня в колоде, в этой пасьянсе, предусмотрено написание плана. Я специально создала, слушайте. Но я его не сложила. Рука пишет план. Два значения. Видимо, планирование своих действий для вас совершенно необходимо. План минимум, план максимум. Понятно, что вы будете что-то еще в последующем корректировать, но для себя какую-то стратегию начала сентября взять необходимо. Не должно быть какого-то, знаете, вот то вправо, то влево или каких-то, ну, ненужных мыслей или нет как будто времени, может быть, у кого-то и так. Я сначала попробую одно, а потом я оставлю, попробую что-то другое. Тут как будто определяться придется с чем-то на берегу. Может быть, это означает, что не так много времени будет. А когда у вас есть план, вы, по крайней мере, даже невольно то, что мы написали рукой, это мы как печать поставили своеобразную или на наше намерение цель, как зафиксировали нашу мечту. И дальше уже дело техники. Вот техника, она может так, это видоизменяться, но цели какие-то, они остаются неизменными. Поэтому вам действительно планирование помогает. Неожиданности, что же еще? Ну вот еще придется действительно пройти какой-то путь в одиночку, вам будет помогать интуиция. И то, что будет помогать, это тот факт, что вам никто не будет мешать. Помех, правда, нет. Но тут и самому не оплошать. Может быть, поэтому отчасти план. Поэтому нам говорят, не делай ничего, чтобы противоречило законам. По аркану Луна это карта, когда мы можем словно искать убежище, укрытие, мои дорогие. И может быть то место, где вы окажетесь, с учетом карты отшельника. И многие смотрят, опять же, из разных стран. Это вы будете искать ту местность, куда вы можете переехать и быть там в безопасности. Я этого не могу отрицать. И знаете, мои дорогие, действительно слушайте интуицию, потому что
Обстоятельства, они переменчивые и очень разные. Но если вы, вот именно интуиция, что такое интуиция? Это связь, тандем интеллекта и прежнего опыта. Так вот у вас, вы люди мудрые. Вам как раз интуиция даст правильные подсказки. У вас получится найти то место безопасное, это точно. У вас получится уйти от ненужных или скользких ситуаций. Главное, чтобы вы это увидели, понимаете? Вот как этот отшельник, он ведь тоже идет. И всегда у отшельника фонарь, который по преданию включаются вовремя. И, пожалуйста, включился фонарь, это ваша интуиция, а на дороге змея. Вот вы можете предугадать и предвидеть. И вообще будьте внимательны к мыслям. Мысль материальна. То, что вы думаете сегодня, мы получаем как будто завтра. Если вы допускаете какой-то негатив, то на завтра вы себе несколько осложняете жизнь. Поэтому быть оптимистом определенно стоит, потому что ничто не длится вечно. И мы говорим по карте Луна, какой-то период неопределенности, по крайней мере, первую половину сентября. Вы можете так себя даже ощущать. Но выглянет солнце, все встанет на свои места. Давайте я карту совет. Вот по этим неожиданностям. Ничего конкретного ведь нам не сказали. 13-й аркан. Карта трансформации. Аркан написано смерть, но это не про смерть ни разу. Я надеюсь, все это понимают. А это нам говорит о том, что какой-то предыдущий этап жизни закончился. Все. Провожай. То, что для тебя не служит прогрессом. То, что не может быть продолжено. То, что не служит твоему вдохновению. Может быть, у кого-то это отношение, у кого-то проиграется по части работы изменения. И это ведь не есть ни плохо, ни хорошо. Но, кстати, все то, что я говорила по отшельнику и по луне, как совет, если выпадает 13-й старший аркан, это какой-то путь, мы идем в темноте, исследуем непознанную землю и без карты. Поэтому искусство мелких шагов для вас это как в помощь. Не пытайтесь ускорить что-то, это правда, мои дорогие рыбы и рыбки. И будьте готовы как раз к тому, что и обстановка может меняться, ситуация. Может быть, вы находитесь среди людей, которых вы, правда, недостаточно хорошо знаете, поэтому допустите, что ожидать от них можно всего что угодно, поскольку две ипостаси, которые совершенно ненадежны. Это обстоятельства, на которые мы не влияем, и люди с их мнением. Поэтому храните себя. Давайте сюрпризы тогда посмотрим. Какой-то уход. И кто-то может менять место пребывания. Мы с вами об этом говорили. И если вы ищете, значит, вы найдете у кого-то. Это будет более так на глобальном уровне, когда мы говорили о другой стране или о какой-то другой территории, другом городе, другой местности. У кого-то это может более банально быть, когда вы, может быть, на время, может быть, длительная командировка, вы вынуждены проживать в какой-то на новой территории, вы просто ищете жилье на короткий период. Но вас это изменит, как любое путешествие. По 8 кубков мы ищем выход, и мы его находим. Выход или выбор какой-то, и это как сюрприз. Правда, что-то завершается, мои дорогие, и перед вами открывают сразу какие-то новые перспективы. Сродни подарку. Главное, не бояться где-то идти вперед, потому что по 8 кубков, мужество нужно. Вы ведь идете один как будто. 4 пентаклей. Деньги есть, деньги будут. Нам не говорят, что это какая-то вау большая сумма, но вам как будто хватит. Но и самому быть больше прижимистому, нежели необдуманные какие-то траты производить, мои дорогие, потому что нам ведь даже внешне уже, посмотрите, сколько вам арканов выпало, говорят, что будь готов к неожиданностям. Завтра может что-то меняться. Поэтому по 4 пентаклей, с одной стороны, кто ищет словно прибежище, пристанище, повторюсь, вы его находите, и тогда 4 пентаклей для вас говорит о надежном каком-то месте, где вы можете прийти в себя или создать уют, покой, или когда вам просто хорошо. Потому что по 4 как раз пентаклей и проходит место, куда мы приходим восстанавливать силы, или наш теплый уютный дом,
какая-то финансовая стабильность, безусловно. Вот это в сюрпризах выпадает. И это может быть как помощь или какой-то подарок, может быть и финансовый. Но и вы сами-то тоже должны где-то держать по финансам руку на пульсе, как будто все стабильно. Сюрпризы, мои дорогие. Ну вот. А это карта об ускорении. Значит, вы какое-то дело не можете отложить на потом, иначе вы просто потеряете время. По этой восьмерке жезлов карта называется, ну пусть не в этой колоде, в другой. Это означает, как вы набираете темп. Или это тоже, кстати, называется картой трансформации. Так вот, эта трансформация, она говорит о том, что могут словно ускоряться события или к вам переходить через предложение или услышанную новость, через услышанную информацию. Вам действительно на пару шагов вперед придется что-то просчитывать или анализировать то, что вы услышите, насколько это применимо к вам, насколько целесообразно каким-то делом заниматься или на что-то соглашаться. Но и быстро не отказываться от чего-то, если это именно приходит вот так вот скоро, молниеносно, через какое-то сообщение, как будто проанализировать это стоит. Или, ну, держать нейтралитет, ни да, ни нет, пока вы в каком-то вопросе не разберетесь, мои дорогие. Может быть, и это вы с чем-то определитесь в течение сентября и после будете набирать темп, потому что все-таки это сюрпризы. Значит, какие-то возможности. И, может быть, где-то первые дни, недели, месяца для вас еще так вот ни шатка, ни валка, непонятно, как в тумане все. Но постепенно все становится на свои места, открывая перед вами как и новые перспективы, так и большую уверенность. Но на этом мы не застреваем, а как будто будут еще какие-то внезапные события, на которые вам придется откликнуться. Давайте мы карту совета станем. Но усталость будет за первую половину сентября, как-то вы так измотаетесь. И карта нам о чем говорит? Делегируй те обязанности, которые на тебе, ну, условно, давлели, висели. Мы всегда должны уделить внимание себе, восстановить собственные силы. Буквально нас не должно согнуть под тяжестью этой десятки жезлов. И значит, ту работу, ту рутину, которую мы выполняли прежде, ее как будто нужно переложить на кого-то еще. Не брать дополнительные обязательства и с учетом как раз значения правосудия. Для вас, мои дорогие рыбы и рыбки, будет дважды, трижды важно кому-то что-то не пообещать лишнего, даже из лучших побуждений, потому что потом у вас как-то быстро изменятся события или изменится направление жизни или какие-то новости, и вам придется заниматься собственной жизнью, а не думать, как вписать себя между какой-то необходимостью и обязательством. Ну, а для большинства, я надеюсь, это будет просто больше отдыхайте. Перекладывайте на себя, мои дорогие, любимые рыбы и рыбки. И будьте счастливы, будьте любимы всегда.